Определите показания динамометра, если вес каждого шарика равен 10 ньютонов. Рычаг находится в равновесии. Каждого шарика вес 10 ньютонов. Их 6 штук здесь. Это рычаг, здесь подвижный блок, с этой стороны динамометр. Нужно определить показания динамометра. Давайте посмотрим, каким образом здесь действуют силы. Разметки плеча одинаковые, обозначим это L. Относительно этой точки, которая является центром поворота одного и другого, рычаг относительно ее, может быть, поворачивается, действуют две силы. Одна сила направлена вертикально вниз, а другая сила направлена вертикально вверх. Мы можем посчитать, какая сила должна быть здесь для того, чтобы рычаг находился в равновесии. Сумма моментов. Один момент направлен, видите, по часовой стрелке, другой против часовой стрелки. Вот эта сила. Назовем ее силу F. Здесь можно определить силу P. P равно сколько будет? 60 ньютонов. Итак, момент вот этой силы равен весу умножить на плечо. Плечо L. Напишем. Момент силы P равен весу P, то множится на L. На плечо L. Векторные значения. Мы будем сразу брать значения модулей, потому что этот момент направлен по часовой стрелке. Мы взяли такое направление, этот против часовой стрелки. Но для того, чтобы рычаг был в равновесии, во-первых, они как раз являются противоположными. С другой стороны, модули этих двух моментов сил должны быть одинаковы. Сила F, которая с этой стороны рычага действует. Момент силы F будет равен чему? F, что множится на ее плечо. А плечо какое? На 3L. Теперь мы можем определить, чему равна сила F. Если здесь 60 ньютонов, чему равна F. Сравним эти модули. P умножить на L равно F, то множится на 3L. Сразу можно даже L сократить, смотрите. И F будет равно P делить на 3. Равно чему? 60 ньютонов делим на 3, получаем ровно 20 ньютонов. В этом месте сила F равна 20 ньютонов. А теперь посмотрите, каким образом вступает тут в эту задачу вот этот подвижный блок. Подвижный блок, с одной стороны на него действует сила F, которая равна 20 ньютонов, с другой стороны на него действует сила натяжения с этой стороны троса и с этой стороны троса. Он делит это все. Силы вот эти два будут одинаковые. Это можно просмотреть, потому что подвижный блок обычно делит действующую силу на него пополам. Этот файл стоит глянуть, там явно описаны и очень хорошо описаны действия сил на подвижного блока и неподвижного блока. 0,15. Силу натяжения Т подвижного блока можно сказать о том, что она 2Т плюс Т будет равно F. Для того, чтобы блок был в состоянии покоя, не двигался. Можем написать о том, что 2Т равно F. Отсюда Т равно F делить на 2. Можем посчитать, чему Т равно 20 ньютонов. Делим на 2. Получаем 10 ньютонов. Показания динамометра в данном случае будут показания натяжения троса в этом месте. Показания до динамометра D напишем равно 10 ньютонов. Динамометр D усилием 10 ньютонов создает систему, которая будет стабильная, не будет никуда не поворачиваться, никуда не будет двигаться. Любое отличие от 10 ньютонов пройдет, потому что система будет неустойчива. А так нам дано в том, что система находится в равновесии. Раз она находится в равновесии, показания динамометра D будут равно ровно 10 ньютонов.